Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я вашему вниманию подготовила юбку. Она на мне. Это моя любимая юбка с буфами. Вы эту юбку видели в моих предыдущих видео. Вот, к примеру, я демонстрировала свой свингер и была в этой юбке. Ну и мои замечательные подписчики заметили юбочку и просили показать ее, разобрать, как я ее делала. А также в недавнем видео, по ссылочке вы можете посмотреть, когда я показывала кейп, на мне тоже была эта юбка. Ну и вот сегодня она дождалась своего звездного часа, мы ее с вами подробно разберем. Вот вы видите вид спереди. Конечно же, украшение этой юбки это вот эта вот вставка с буфами. Такая красивая декоративная деталь, которая представлена во всей красе. Это ручная работа. Нам пришлось потрудиться, но она того стоит. Нужно эти буфы собрать, выутюжить. Ну вот так они украсили мою юбку. Сзади, вот вы видите, сейчас я вам демонстрирую вид сзади, проходят бантовые склады, которые тоже добавили своего изюма в это изделие. Вот они таким элегантным образом вытягивают силуэт, разбивая его и украшая, снизпадают такими ненавязчивыми легкими фалдами, позволяющими хорошо себя чувствовать в этой юбке. Она не ограничивает в движении. На эту юбку пошло две длины 2,20. Это костюмная ткань, ткань с добавлением шерсти, но тем не менее юбка не мнется, держит форму и как проверено временем. Буфы не распадаются, все сделано с любовью, прочно на века. Главное, чтобы хозяйка юбки держала себя в форме, потому что она четко по фигуре. Так, ну вот я сейчас еще вам покружусь, покажу эту юбку во всей красе, а более подробно все нюансы, выкройку и схему, как я рассчитывала буфы, как я регулярно располагала бантовые склады, мы с вами рассмотрим сейчас на столе. И вы во всем разберетесь. Как всегда, все просто. Дорогие друзья, перед вами чертеж, на котором я показала все этапы создания моей юбки. Здесь все подробно и понятно я изобразила. Параллельно с этим чертежом мы с вами будем возвращаться к моей юбке уже крупным планом. Вот вы ее видите. Перед вами буфы, участок с буфами, передняя часть юбки. Этот участок, он врезной. Вот проходят с двух сторон швы. Далее по юбке равномерно проходят 6 бантовых складок. И между складками одинаковые промежутки ткани. По центру спинки проходит шов. И в этом шве расположена молния. Бантовые складки перестрочены и дальше продолжаются такими фалдами красивыми. Все это равномерно. Так, вы поняли, что юбка состоит из 3 полотен. Средняя часть, задекорированная буфами, и 2 части, по которым проходят бантовые складки, по 3 с каждой стороны. Сейчас мы это все увидим на чертежах. Вот первая схема, на которой я показала свою юбку, разбила весь свой объем по бедрам на равные участки, так, чтобы все мои бантовые складочки выкладывались равномерно. Вот мой средний шов,
по спинке. По переду участок с буфами. И вот я изобразила пунктиром, где будут располагаться буфы. И до которого места, вот 43 сантиметра, застрочены мои складки. Это в половинном размере. На этой части вы видите 3 полосы, по которым размещены бантовые складки. Это задний шов, а это линия соединения с участком с буфами. В эти линии я разложила свои выточки. И эти выточки проходят под бантовыми складками. Вот, выточек отдельно нет на юбке, но в каждой складочке вот с обратной стороны они есть. То есть они у меня параллельно застрачивались. В каждой складочке под обтачкой вы видите, вот здесь вот плавненько сходят выточки. Вот эти выточки, вот они есть. И они заглажены и уплощены. То есть я их разделила на 2 стороны, разгладила и максимально постаралась уплотнить и зафиксировать строчечкой по центру. Вот их вообще не видно, что они присутствуют в этой юбке. Но это на мой объем, на мою фигуру. Может быть, у вас более крутые бедра, может быть, вам будет необходимость дополнительно где-то разместить выточки. Поэтому, опять же, это вы уже должны адаптировать и подкорректировать эту схему под свою фигуру. Но мы такие юбочки делали на разные размеры. Это, в принципе, все постижимо и возможно. Да, это юбка из разряда сложных юбок. Я люблю попроще, но в данном случае по вашим многочисленным просьбам я решила вам подготовить мастер-класс и все подробно рассказать. На следующей схеме я показала раздвижку на бантовые складки. Оранжевым фломастером выделила участок с буфами. И вот здесь опять же видны мои выточки. Далее, самый кропотливый и сложный участок — это участок с буфами. Вот вы на следующей схеме видите это полотно. Соответственно, так как буфы наши собираются определенным образом, и для этого нужна раздвижка ткани. Если в готовом виде у нас длина моей юбки 104, то в участок с буфами, для того, чтобы эти буфы поместились, нам необходимо 1,55 м длиной. По ширине этот участок 52 сантиметра. И при раскладке выкройки вам необходимо ткани 2,20, так как у вас ляжет участок 155 длиной с буфами, а потом с одной стороны вам необходимо будет разложить 2 детали. Вот эти детали 56,5 на 1,4 м 2 раза. То есть у вас одна за другой выложатся вот эти вот 2 детали. И поэтому, соответственно, вам нужен расход ткани 2,20. При ширине ткани 1,30 м или же 1,5 метра. Что касательно буф. Этот участок достаточно большой, вот, но он выразительный, красивый, и он того стоит, чтобы с ним немножко повозиться. Я расчертила этот участок четко вот таким образом. Здесь важно, чтобы буфы проходили вот по центру, по оси. И внизу вот вы видите схема. Схема четко с шагом 3,5 на 3,5 все расчертила клеточку. Вот у меня получилась клеточка. Но это конкретно для моей юбки, для моих буф. Но буфы могут быть, их размер может быть больше, меньше. Это уже индивидуально. Но
буфы вообще могут быть различны, их множество различных вариантов, но конкретно вот для моей буфы вот такая схема, и более подробно, как я создавала эти буфы, вот вы видите вот этот вот фрагментик, как он создается, я вам расскажу в следующем видео. А сейчас вы смотрите на буфы как деталь моей юбки. Вот эти буфы, вид сверху и с изнанки. Вот видите, насколько эта вся структура регулярно и четко выполнена. Это все ручная работа. Вот вы видите эту среднюю часть, крупную деталь с буфами, и она заканчивается вот такими равномерными, красивыми, регулярными фалдочками, что и дает вот этот вот чудесный объем по низу юбки. Этот объем пропорционален, его достаточно, он удобный для ходьбы, он не ограничивает движение, но его и немного. То есть все в меру. Вот объем нам дали буфы и наши бантовые складочки по бокам и по спинке моего изделия. Верх обработан обтачкой, все аккуратно, качественно. Вы увидели сейчас буфы, такие выразительные, такой декоративный прием. Подобная техника у меня часто используется в различных изделиях, в юбках, в платьях для моих клиентов. Вот сейчас вы еще раз крупным планом можете посмотреть на мою схему, на которой все понятно. Вы можете это все адаптировать под свои размеры. Я сделала юбку длинную. Опять же, юбочка может быть в разной длине. Соответственно, вы это все под себя индивидуально можете сделать. Вы увидели, что моя юбка изготовлена из костюмной ткани. Это ткань с добавлением шерсти. Она достаточно плотная, но хорошо при этом держит форму. Она без эластана, для того, чтобы удобно было создавать буфы. То есть ткань не должна быть рыхлая и не должна быть сильно растяжимой, эластичной, так чтобы буфы и наши складки держали форму, чтобы не было волны, чтобы все вот четенько, красиво заглаживалось и эксплуатировалось в носке. Надеюсь, вам этот прием понравился, ну и соответственно юбка, поэтому думаю, что многие захотят себе такое же сотворить произведение. Ну, а если вам понравились буфы, то как конкретно их создавать, я подготовлю мастер-класс. Пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Всего вам доброго, дорогие друзья! До скорых модных встреч! Пока-пока!